could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello everyone guys, с вами снова Ганс, и сегодня я вам представляю мою новую рубрику топ-10 причин, почему игроки уходят из RF Online. Хочу сказать, что это мое субъективное мнение, и я ни в коем случае не претендую на истину. Если вы ушли из игры и ваша причина есть в моем списке, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Не буду вас долго мучить, ну что ж, погнали. И первая причина в моем списке — это устаревшая игра. Ведь согласитесь, что с выходом игры в России уже прошло аж 11 лет. 11 лет, Карл! Это невероятно много. Учитывая статистику моего канала, я наблюдаю зрителей между 25 и 34 годами. И это 50% от всей аудитории. Это говорит о том, что с годами мы все еще тянемся к ностальгии. Несколько раз даже видел стримера ПРФ лет 30 с ребенком, который максимально не давал ему играть. Ну что ж поделать. Это дети, они цветы жизни, им нужно внимание, пока они маленькие. И причина номер 2 – это неадекватная комьюнити. Я заметил такую тенденцию: каждый игрок, который выше тебя на 5 или 10 уровней, просто мечтает вас убить. Нет, он просто жаждет. В РФ есть некоторые правила этикета, которые немногие соблюдают. К примеру, вы видите фармит акрет, Кора и так далее. Убил его раз 5, все, с него уезд не идет, можно в следующий раз его помиловать. Но нет, неадекват идет в атаку, аргументируя тем, что меня тоже убивали. Хочется сказать ему, что ты несешь серверу всего неделя, и ты уже истрадался, бедняга. И тем самым они убивают онлайн. Смысл заходить в игру, если из-за таких, в скобочках, игроков, из-за которых ты не сможешь нормально прокачаться, пофармить, пройти распечатку и так далее. Ладно, я понимаю, конкуренция за место фарма, но нет просто так. Или им не хватает фана на ЧВ? Напишите в комментариях. На третье место я поставил альянсы. Альянсы — это объединение группы людей в игре. Объединяться они могут не только внутри своей расы, но и в других расах. Если ты просто поигрываешь на расслабоне в игру несколько раз в неделю и не состоишь ни в одном альянсе, ты никогда не узнаешь, кто за тебя и кто против. Вообще считай ты один. Идущий с тобой союзник по расе резко может стать твоим врагом, если его альянсеру из другой расы понадобятся осы. Боссов ты не пофармишь, тебя 100% сольют любой альянс. Нет, не все так плохо. В ГШ или в заставах можешь и пофармить. Тебе там выпадет царское кольцо или амулет, причем нубский, который ты выбросишь, как и твой пароль от своего аккаунта. Много про них говорить не буду. Это тот еще бред, с которым надо бороться, хотя бы админу сервера. Но им пофигу. Я считаю, что каждый должен играть за свою расу и на свою расу, а не делать из игры фиаско. На четвертом месте расположилось закрытие серверов. Вот ты такой играешь, тебе все нравится, хороший такой сервак, естественно на нем не донатишь, ты же не бомж, и тут тебе говорят по ряду причин: сервер закрывается. Хотелось бы посмотреть на твое лицо, когда ты отыграл на сервере около года, заходил в игру как на работу, и тут тебе дают пинок под зад. После такого и выброситься с окна не жалко, особенно если ты живешь как я на первом этаже. Советую вам не доверять только что открытым серверам, но когда онлайн становится маленьким на новом сервере, админы принимают решение закрыть его, а все из-за того, что за электричество платить не хотят. А игроки приходят на новые сервера в надежде в первую неделю получить лампу, но если не получилось, подождут, пока на серваке будет вайп, а он точно будет, и попробуют снова. На пятом месте расположилось время. А именно потраченное время на игру. Ни для кого не секрет, что на RF Online уходит колоссальное количество времени. Фарм, данж, ЧВ. А если брать все три подряд, то ты еще будешь копать весь день. И твой комп скажет тебе спасибо за то, что ты его так любишь и не выключаешь. Потом тебе придет счет за электричество, ты на него посмотришь и упадешь в обморок. Но это, конечно, шутка. А так, прожигая жизнь на серверах, тобой вряд ли кто-то будет гордиться. Абсолютно все сервера RF Online созданы для заработка на вас денег. Админы дают вам маленький кусочек ностальгии, вспомнить молодость. Но все вспомнили, погнали дальше. На шестом месте у нас реальная жизнь. Чаще всего это происходит, вы просто повзрослели и игры вам больше не интересны. Вы большой начальник в пиджаке с большим пузом. Опять шучу. Вы стройный и красивый, завели семью и живете в свое удовольствие. Больше времени проводите на природе и свежем воздухе.
Но это вряд ли, боюсь предположить, вы сидите в офисе. И у вас, как у всех, работа-дом, работа-дом. Эх, вернуть бы время назад в детство, где за то, что ты покушал, тебя хвалили. На 7-м месте расположился фарм. Не просто фарм, а нудный фарм, от которого невозможно убежать или спрятаться. Тебе нужна бижа, броня или банки. Конечно, все это нужно. На 50-м уровне не будет никакого разнообразия, ты просто будешь прикован на это Калианом, а ты же знаешь, с какими адекватными игроками предстоит тебе играть. Так что готовься бегать на место фарма, как будто на тебе надеты сапоги-скороходы, и ты не можешь их снять. Можно, конечно, крафтить вещи, но это тоже такое ОМГ. На 8-м месте расположилось обновление, а точнее его отсутствие. Возможно, на офе что-то там и обновляют, но это настолько мелко и незначительно. Хочется спросить, а где магистр Фогейм? Он выйдет погулять или очень сильно наказан? А помните 2009 год? Я как раз возвращался из деревни, чтобы поиграть в любимую игру, и там я вижу, Белата наносит ответный удар. Такого удара я не получал никогда. Мне очень много не понравилось, и я с другом перешел на PvP сервак под названием Novus Galaxy, где админ с ником Архангел тянул на себя одеяло в виде донатов от игроков. И когда одеяло перестало согревать, закрыл проект, тем самым кинул всех, кто ему донатил на вещи. Ну да ладно об этом, и так слезы наворачиваются, сколько же времени мы проводим в играх. 9-я причина. RF Online сфокусирована на рутине и не дает интересных задач. Вот давайте посчитаем, что дает нам игра. Вначале нас обучают, как наводить таргет на врага, использовать банки, потом мы качаемся, ходим по квестам. Часто бывало, что ты убил всех монстров по квесту и еще не получил уровень, где появляется новый квест. А вот представим, ты выполнил все квесты и максимальный уровень. Что ты будешь делать? Точить шмот? Или бороться с боссами? А зачем это тебе, если у тебя все есть? Единственное сомнительное развлечение — это чип-вар. Но вот у врага отчисленные преимущества, и он разбил твой чип. А теперь не так весело. Некоторые игроки не привязываются душой ни к одной из раз и играют за 3 сразу, этим самым обеспечивая себе 100% победу на ЧВ. Но этот маразм этих игроков не контрится, и поэтому идем дальше. И в конце списка расположился донат. Самое страшное слово для обычных игроков, которые просто зашли поиграть и попытаться получить удовольствие от игры. После того, как игрок зашел на сервер и увидел толпы донатеров, обычно он сразу выходит. Но самые стойкие начинают писать на форумах, плакаться, что донат убивает игру. И в чем-то они правы. Один донатер может держать в страхе десятки игроков, и ничего ты ему не сможешь сделать. Пока ты будешь фармить и пытаться догнать его, уже выйдет обновление с новыми вещами, которые тебе не достать, а он уже будет красоваться в них. Если был бы хоть один сервер без доната, это был бы рай для игроков, но увы, такого нет. Вы думаете, RF Online.ru без доната? Увы, вы ошибаетесь. Там процветает барыжничество коробками от админа. И возможно, продает пухи плюс 5 или плюс 6, до меня доходили слухи. Но это не точно. Я за донат, но только чтобы он давал визуальные эффекты. Красивые индивидуальные пушки и вещи, а не завышенное оружие, которое убивает всех подряд. На этом топ подходит к концу. И если у вас есть свои причины, по которой вы ушли, или ваша причина совпала с моим топом, напишите в комментариях. А с вами был Ганс, подписывайтесь на канал, до скорых встреч и пока.